Привет, друзья! Я рада, что вы сегодня с нами. Спасибо, что вы смотрите это видео. Нам очень приятно. Подписывайтесь на наш канал. И сегодня у нас очень классная тема для девушек, ну не только для девушек, на самом деле и для парней, для тех, кто отчаялся и долгое время не может встретить своего человека, своего супруга. И если вы находитесь в таком настроении, состоянии, я просто рекомендую вам досмотреть это видео до конца. И у меня сегодня в гостях Алена Максименко, и она служитель церкви New Creation в Китае, а сейчас в Калифорнии. И у нас есть одно радостное и важное событие, о котором мы хотим рассказать. Алена, как давно мы друг друга знаем? Наверное, 15 лет. 15 Вау! лет мы друг друга знаем, да, еще с Китая. 15 лет. И скажи, пожалуйста, как долго мы молились за твоего мужа? Ну, я думаю, что лет 12 точно. Вау! 12 лет мы молились за моего мужа. Скажи, пожалуйста, сложно ли было вот пройти вот этот путь? Что вообще происходило с тобой? Как ты себя чувствовала в этот период, когда ты такое долгое время провела в молитве, чтобы встретить того самого важного человека в твоей жизни? Как это вообще происходило? Ну, этот путь был нелегким для меня, потому что я жила в Китае, и в Китае, естественно, очень немного иностранцев, и я как бы не рассматривала выходить замуж за китайца, за азиата. И естественно, куда ты можешь обратиться, прежде всего, это в онлайн. И для меня это было очень сложный путь и с онлайном, и офлайном. И знакомство, да? Да, именно знакомство с мужчинами. И этот путь реально был долгим. И был момент такой, что я познакомилась с человеком в Китае, и у меня был негативный опыт с этим человеком. И после этого я просто замкнулась. И после этих отношений мне вообще не хотелось ни с кем встречаться, то есть не искать человека совсем. И я просто молилась и служила Господу в это время. И я знала в своем сердце, что Бог когда-то ответит на молитву. И я верила, что Бог ответит на молитву. И я помню, у меня был день рождения, и я загадала желание, говорю: Господь, я верю, что Ты мне приготовишь самого лучшего мужа, и если я буду ждать 10 лет, 15, 20 лет, неважно сколько лет, я знаю, Ты меня благословишь этим мужем. Вот, и я ждала. Вау! Действительно, это очень долго. Ну а что ты чувствовала? Не было ли у тебя такого чувства отчаяния? И вот, я не знаю, что ты чувствовала? То есть... Но на то время я посвятила себя Господу. И я, если честно, даже не думала об отношениях на то время. Вот когда у меня был плохой опыт, потом я посвятила себя Господу. И я просто служила Господу и не обращала внимания на это. И как-то так. Ну, просто я заметила такую тенденцию, что действительно красивые девушки с образованием, умеют зарабатывать деньги, успешные хозяйки и не могут встретить своего как бы человека, своего мужа. И наверняка были какие-то такой долгий путь. Вот только мы, не знаю, вместе сколько лет молились за то, чтобы ты встретила своего мужа. Вот. И наверняка были такие моменты отчаяния. То есть это же как кажется, как будто это бесконечный какой-то процесс, и чтобы даже трудно сблизиться с человеком.
Да, были у меня моменты, меня иногда нахлынывало, и приходила депрессия Вау. в этот момент. Ну, естественно, я отдавала все это Господу. Я молилась, и чтобы это одиночество и депрессия ушла. Да. Вот. Ну да, были Ну, моменты, были приходили, моменты, да, моменты приходили в мою жизнь, но у меня был фокус на другом. То есть я То есть ты смещала свой смещала фокус на Бога. на Бога, да. О, вау. Это действительно как бы такой сильный пример, потому что очень трудно, даже когда там друзья встречаются там с семьями или там с детьми, а ты как бы один в какие-то праздники или что-то. Это действительно, наверное, очень тяжело. И чтобы принять решение и сместить фокус, нет, я буду смотреть на Бога, Бог уверен в обещаниях, да. Что принесло прорыв? Что у тебя получилось? Это твоя активность или молитва, или вера? Что вообще произошло и повлияло, ну, на результат? Наверное, это все. И активность, и вера, и молитва. Вот потому что вера без действий мертва. И это, если мы просто молимся и не действуем, то это бессмысленно. И я и молилась, и искала, и стучала. И, как говорится в Библии, стучите, и Бог вам отворит. И, естественно, я стояла в вере, потому что я знала и я верила, что Бог мне даст человека это. Да. И, естественно, молитва — это очень важно. Молитва — это прежде всего. А что произошло? Как вообще получилось, что ты вот встретила своего мужа? Вообще, на самом деле, я хочу открыть вам такой большой секрет. Уже не секрет. Алена уже помолвлена, и она встретила удивительного человека. И вскоре будет свадьба и венчание. Это очень трогательный момент для всех нас. Ну а для вас, дорогие, это тоже может послужить ободрением о том, что не отчаивайтесь. Когда мы шли этот путь, мы никак не думали, что это займет так много времени. И я настолько рада, что у Алены скоро венчание. И расскажи, пожалуйста, как получилось, как вы познакомились? Ну, история очень интересная. Естественно, мы познакомились в онлайне, как сейчас в нынешнее время все знакомятся в онлайне. И я помню несколько лет, у меня как-то, я скептически относилась к онлайну. Я помню, вот, жена пастора Светлана, она говорит: ну, Алена, ну напиши хотя бы кому-то. И я такая упертая, ну зачем мне связываться, я, может, кого-то там в церкви встречу. И я такая сижу, молюсь, и я приняла решение просто открыть аккаунт. И причем это было на несколько аккаунтов в Фейсбуке, я помню, и еще вот сайт match.com, то есть не буду говорить, какие сайты, я уже точно не помню. И вот на сайте, одном из христианских сайтов, match.com, я познакомилась с Риком. Причем было очень много сообщений, но очень нужно быть бдительным, потому что онлайн — это такое опасное место, и не нужно отвечать каждому попало. И я просто выбирала, вот, смогу ли я быть с этим человеком. То есть я смотрела профайл, и я помню, Рик мне написал, то есть большинство парней, они писали «Hello, how are you?» Ну, «Привет, как дела?» А вот Рик, он написал: «Как ты провела свой выходной?» То есть он какие-то конкретные фразы писал, и меня это зацепило немножко. Я думаю, дай-ка я посмотрю в профиль его. Я посмотрела его в профиле, на профиле было написано: «Я люблю смеяться, я люблю солнце, собак», еще что-то.
И я такая, вау, это же я. Я такая же, я люблю солнце, собак, спорт, то же самое. И вот, да, он мне написал, и я остановилась, он мне написал, я прочитала сообщение, и я вот неделю ему не отвечала. Я молилась и думала, ну, то есть размышляла, нужно ли мне, ну, то есть у меня сердце ёкнуло, в этот момент у меня что-то ёкнуло сердце, и я такая думаю, думаю, все-таки отвечу ему, и я ему ответила. И мы вот, у нас пошла переписка, обменялись телефонами, и вот так мы познакомились. И первая наша встреча была в парке. Мы с собаками вышли погулять. Вау. Такая у нас романтическая встреча. Да. И там же было у нас этот... он мне предложение сделал в том На том же месте. Да. Вау! Это действительно романтично. Ну и как дальше ты поняла или почувствовала, что это действительно твой человек? Вот как вот ты на протяжении вот этого времени, пока вы встречались? Ну, прежде всего, это общение. То есть нужно очень много общаться, нужно задавать вопросы, конкретные вопросы, сколько детей вы хотите, или там какие-то вопросы, финансы, есть ли долги. То есть я вот эти все вопросы задавала, и я, например... Не стеснялась? Нет. У нас уже на 5-й встрече я уже такие, ну, вопросы задавала, как бы кидала вопросы ему. И я понимала, смогу ли я быть с этим человеком или не смогу быть с этим человеком. И еще очень важный момент, очень важно, девочки, обращайте, этот человек вас созидает или он вас разрушает. В моих отношениях в данном случае эти отношения меня созидали. У меня была радость, улыбка. В предыдущих отношениях они разрушали меня. Да. То есть я деградировала, я плакала, я была в отчаянии. Вот. У меня тот человек меня обижал. Ну, как бы не то, что физически обижал, но морально. Какие-то слова, может, люди сказать, и это очень обижает, потом извинения и так далее. А вот с этим человеком это было просто созидание. У меня были окрыленные чувства и радость, улыбка. То есть все так было легко, то есть не насильно. Да. То есть ты поняла, не было такого, что Бог тебе конкретно проговорил, что У меня был ты момент... можешь сделать такой шаг, потому что это такой важный шаг, шагнуть вот в такие вот отношения. Да, у меня был момент, я помню, вот как раз меня знакомая пригласила на гимнастику к деткам, ну, к своим дочерям. И там, получается, было очень много семей с детьми, и это очень на меня так повлияло. Я пришла домой, и я просто начала плакать. И это очень, меня накрыло так из-за того, что все с семьями, все с мужьями, с детьми, а я одна. И это как раз был декабрь месяц перед Рождеством и Новым годом. И я даже, у меня то есть я не вешала декорацию, ни елки не было, ничего, у меня вообще не было настроения. И у меня в тот момент опять депрессия меня накрыла. И я помню, пришла в ту ночь, начала молиться, я говорю: Господь, я вот, сколько лет вот с тобой, я посвятила Тебя, Господь, посвятила себя Тебе, Господь, я сколько лет служила, и что в итоге я одна. И мне уже скоро вот 40 лет будет, и я одна, и все с семьями. Я тоже хочу семью, я тоже хочу детей. И я говорю: Господь, если Ты хочешь, чтобы я была одна, я согласна быть одной. Если Ты так хочешь, я буду одна, без проблем. Но, говорю, в Библии написано: нехорошо человеку быть одному. Почему, Господь, я одна? И вот такой у меня был разговор с Богом. И вот, я молилась долго, и после этого, через неделю, Бог мне ответил на молитву.
Я Ты вот в познакомилась. приложении познакомилась. Вот я да. именно... Потому что в приложении было много людей, то есть писала. И до этого писали люди, но у меня не было такого вот на сердце, что это мое. То есть я так листала, даже не отвечала. А именно вот этот человек, он прям меня вот сердце мое Затронул. затронул, Да, да. да. Как же все-таки важно, да, увидеть сердце человека. Настоящая встреча — это прежде всего не совпадение, это подарок от Господа. И, и я считаю, вы получите этот подарок, когда вы готовы. Вау. И мне кажется, что в этот момент я уже была готова найти своего человека. Ну, как-то так. Вот скажи, Алена, тебя мы так долго молились за твоего мужа. Это был настоящий бой просто. Это был, я вам честно скажу, ибо она может самое не устала главное. молиться за мужа. Самое главное, не ищите идеального. Да, не Не ищите идеального. идеального. У меня было очень много таких разных критерий. Вот, но я немножко список свой убавила. И получилось все. Ну, конечно, И да. я хочу сказать, муж у нее прекрасный. Чуть-чуть снизила Но критерий. именно, да, вот я обращала на несколько критерий. Это самое главное, чтобы он был джентльменом для меня и щедрым, заботливым, любящим. И это для меня было самое главное. Да. Да, Да. самое главное — это характер. Вот, потому Конечно. что, ну, естественно, чтобы вы были на том же уровне. Духовно, интеллектуально, физически. То есть, если другой уровень, то очень сложно потом построить Да, отношения. конечно, конечно, соответствие, да, соответствие играет большую роль. Ален, а скажи, пожалуйста, какие бы ты рекомендации дала девушкам, кто сейчас находится в поиске супруга? Но прежде всего, когда вы ищете супруга в онлайне, прежде всего обращайте внимание на характер человека, как он себя ведет в общении с людьми, как он служит людям. То есть обращайте внимание, то есть наблюдайте за ним прежде всего. И второе, я бы порекомендовала познакомить его со своими друзьями, например, привести его в церковь, допустим, Вау. познакомить с пастором, и посмотреть, что люди думают об этом человеке. Даже если есть какой-то, может быть, негативный ответ, если даже он не нравится, ну, после этого вы можете помолиться Господу, и Бог вам сам ответит, этот человек или не этот человек. Вот. Но это очень важно, когда вы знакомите его с друзьями, и, возможно, даже с наставником. Если у вас есть наставник, помолитесь с наставником, что думает наставник по этому поводу, по поводу этого человека. Очень важно. Потому что у меня были моменты, вот подруги мои говорили, этот человек, он не твой человек. А я даже такая упертая, не обращала внимания. И в конечном итоге я потратила 2 года или даже больше, и это было 2 года впустую. Если бы я тогда послушала бы своего наставника или свою подругу, я бы реально уже не наступала на те же грабли. Но вот такой я путь прошла. Да. Третье, я хотела бы, чтобы вы обратили внимание, когда вы общаетесь в онлайне или же в офлайне, никогда не начинайте первой. Это конкретно для меня. Возможно, возможно, для кого-то это нормально, но я, например, это старая школа. Я никогда не пишу первой, я никогда не звоню первой или там давай встретимся. Я по поводу парней, не девушек, если встреча с парнями. И, например, когда мне Рик написал, то есть он мне написал, и я ему ответила. То есть не было моей инициативы ему писать, но у него была первая инициатива пригласить меня в ресторан, там, дать свой номер телефона.
Вот, потому что мужчины это не любят, когда мы охотимся за ними. Вот, а на самом деле мужчины должны, они охотники, они должны добывать жертву. Вот. Жертву. Да. Ну, я хотела бы еще добавить, если вы все-таки находитесь в поиске и вы молитесь за своего мужа, в первую очередь нам нужно понять, кто мы есть во Христе, кто мы. Ты уже драгоценна, ты уже бесценна, ты уже прекрасна. И Бог уже сотворил тебя такой уникальной и такой чудесной. И даже если ты сейчас чувствуешь, что ты одинока, и ты в отчаянии, и на тебя все давит, пожалуйста, знай о том, что Бог тебя очень сильно любит, и у Бога есть на твою жизнь лучший план. И я хочу сказать, что это тяжелый шаг на самом деле для многих девочек зайти, зарегистрироваться в приложении. Я помню, как я даже последний раз, перед тем, как Алена познакомилась, я ее подвозила, и в машине уже такая: во имя Иисуса! Господи, пожалуйста, помоги! И она зарегистрировалась. Я прошу вас, используйте все-таки христианские площадки для регистрации, для поиска мужа. Это очень важно. И даже на христианских площадках нет никакой гарантии, что вы не нарветесь на какого-то отрицательного, мягко говоря, героя. Поэтому встречайтесь всегда только в публичных местах. Пусть это будет для вас безопасно. И вот Алена очень прекрасно сказала, на самом деле, если вы придете в церковь, в которую вы посещаете, и приведете своего парня, то все сразу встанет на свои места. Все сразу встанет на свои места. Сразу будет видно, кто он. Но я вам желаю счастья. И я еще раз поздравляю Алену и Рика. То, что они, вступают в брак. Я верю, что мы запишем видео, что это будет брак от Бога, что он будет счастливым. И я верю, что мы потом запишем секреты счастливой жены или секреты счастливого брака, или как избежать ошибок в браке. Через лет 5 мы уже сможем записать такое видео. Поэтому я верю, что все получится. Девушки, регистрируйтесь на сайтах знакомств, аккуратно берегите себя, Бог вас любит. Спасибо, что посмотрели это видео. Благословений. Самое главное, девочки, верьте в любовь. Верьте в любовь. Да, конечно. Я ждала очень долгое время и нашла настоящую любовь. И настоящая любовь — это не совпадение, это подарок от Господа. Вау. Да. Да. Спасибо, благословений. Пока. Пока.